Привет, друзья! В Берлине будто заработал новый центр власти, но без табличек и официальных вывесок. Законопроекты появляются почти каждый день, никаких многочасовых заседаний, никакой борьбы фракций, просто появилось, подписано, опубликовано. И все чаще в кулуарах говорят, это не классическая работа парламента, это работа нового круга. Люди, у которых нет депутатского мандата, но есть прямой доступ к кабинету Мерца. По данным нескольких политических обозревателей, со многими инициативами стоит неформальная группа. В состав входят эксперты, которые раньше не мелькали в СМИ, военные консультанты, экономисты, работающие по контракту, IT-аналитики и даже бывшие сотрудники частных разведструктур. Они не связаны ни с одной партией, они не участвуют в публичной политике, но их проекты доходят до подписи быстрее, чем успевает среагировать оппозиция. Работают они по принципу закрытого офиса, без журналиста, без согласований, без утечек. Каждый текст – это финальная версия. Сразу на стол, сразу в реестр, сразу в жизнь. И если кто-то попробует остановить этот поток, он рискует остаться вне игры. Ведь в новом стиле Мерца нет времени на споры, есть только действия. А теперь внимание, то, что начиналось как стиль, превращается в новую систему власти. Берлин начал менять форму управления, и это уже невозможно не замечать. Никаких согласительных советов, никаких торгов с фракциями. Все выглядит как внедрение новой операционной системы. Политологи называют это менеджерская модель власти. И у нее четкий автор Мерц. Он действует как SEO корпорации. У него есть задачи, есть инструменты и есть команда, которая исполняет без оглядки на парламентскую рутину. Источники, близкие к Министерству финансов, признают, в новых законах используется терминология, которую депутаты даже не всегда понимают, потому что эти законы не для дебатов, а для внедрения. В министерстве говорят открыто, если ты не входишь в рабочий круг, значит ты просто наблюдаешь со стороны. И неважно, депутаты, советники или политики с 20-летним стажем. Все решает скорость, результат и цифровые инструменты. Старая школа с ее пресс-конференциями и политическими шоу больше не работает. Новый стиль – это скорость, защита от утечек и минимум внешнего шума. Такое ощущение, что Германия переключилась в другой режим, и никто не знает, насколько далеко он готов зайти. Но за спинами технократов куда более весомый рычаг. Это золото. В Берлине всплыл один старый, но критически важный вопрос. Где на самом деле находится немецкое золото? По официальным цифрам, значительная часть золотого запаса ФРГ все еще хранится в Соединенных Штатах Америки и Великобритании. Но в кабинетах Мерца разговор уже другой. А не пора ли все это вернуть обратно на немецкую землю? Ситуация обострилась после того, как в прессу попали фрагменты внутренней переписки, в которой обсуждается операция по репатриации стратегических активов. Тон документов, как отмечают обозреватели, более чем серьезен. Не просто перевести, а забрать под прямое управление. Мерц, по словам источников, считает эту тему одной из приоритетных. Его аргумент прост. Золото за границей – это формальный актив. Но золото в Берлине – это мгновенный рычаг для внутренних решений. В условиях, когда бюджет сталкивается с вызовами, а программа модернизации армии, инфраструктуры и цифровых систем требует немедленных вливаний, держать резервы под чужим контролем – все более спорная идея. Интересно и другое. Эта тема возвращается именно сейчас, в момент обострения отношений между ФРГ и Брюсселем. Именно поэтому эксперты все чаще говорят, вопрос золота не про финансы, это вопрос суверенитета и влияния. И когда золото становится аргументом, молчать больше никто не будет. Да, Бундесбанк официально хранит молчание, но внутри, как сообщают источники, уже развернулась настоящая борьба за контроль. С одной стороны, экономисты старой школы, которые считают, золото должно оставаться там, где его удобно использовать в международной политике. С другой, команда Мерца, настаивающая, национальные резервы не могут лежать за пределами нации. Разговор уже не о логистике, а о новом курсе всей финансовой политики. В правительстве обсуждают формулу, при которой золото больше не участвует в глобальной системе как международный актив, а становится частью национальной модели устойчивости. Это значит, что любые действия с резервами только с разрешения Берлина. Как сообщают обозреватели, внутри Бундесбанка уже обсуждают варианты переноса части активов с параллельным созданием новой схемы защиты. Это может быть и отдельный цифровой реестр, и прямой контроль через федеральное казначейство.
Эта реформа одна из самых радикальных со времен 1990-х годов. Впервые Германия всерьез задумалась о разрыве с внешними финансовыми операторами. Особенно нервно на это реагирует Париж, потому что если Берлин начнет вывод актива, это может создать прецедент, и другие страны задумаются о своих запасах. А значит, начнется эффект домино, и кто знает, какие еще двери откроются. Но пока старый мир теряет контроль, Германия уже строит новый, цифровой. Тот, кто думал, что мир ограничится экономикой и миграцией, на самом деле недооценил его амбиции. Следующий шаг – это технологический удар по самому сердцу Евросоюза. Германия запускает собственную цифровую платформу идентификации, и ключевое слово здесь – без Европейского Союза. Не согласовано ни в рамках общеевропейских проектов, ни через Брюссель, а полностью самостоятельно. Проект, как сообщают инсайдеры из круга МВД, готовился в тайне больше года. Даже земельное правительство узнали об этом уже постфактум. Куратором платформы назначена закрытая группа внутри Министерства внутренних дел Германии, а техническую реализацию ведут частные IT-компании с международным опытом, чьи названия засекречены даже в служебных записках. Что же известно точно? Платформа будет включать не только цифровые паспорта, но и модуль биометрии, медстраховок и, внимание, доступ к банковской информации граждан. Это значит, что контроль над цифровыми данными перейдет не в Брюссель, а в Берлин. Первые тесты уже прошли в ряде ведомств, срок официального запуска – январь следующего года. А техническая база строится с возможностью интеграции с армейскими и разведывательными системами. По словам обозревателей, это больше похоже на цифровой суверенитет, чем на удобство. Берлин больше не хочет быть просто участником Евросоюза, он хочет быть центром новой цифровой архитектуры. Этот шаг может перевернуть отношения Германии с Европейским Союзом. И именно здесь начинается паника. Брюссель внезапно понял, что опоздал. Когда подробности утечки начали просачиваться в прессу, в Брюсселе начался хаос. Проект такого масштаба без уведомления структур Европейского Союза – это удар по принципам общей цифровой политики. Официальных заявлений почти нет, но источники в Еврокомиссии говорят, шок был полным. Ни одна структура Европейского Союза не была приглашена к координации. Ни в процессе проектирования, ни на стадии тестирования. Франция, по публикациям в Le Monde, первой попыталась потребовать разъяснений. Париж считает происходящее открытым вызовом основам Евросоюза, потому что если Германия уходит в собственную цифровую вертикаль, то у других стран появляется соблазн сделать то же самое. И тогда рушится вся логика централизованной цифровизации. Каждое государство начнет строить собственную платформу, свое хранилище данных, свои биометрические сети. А это уже не просто цифровые паспорта, это вопрос власти и контроля. Немецкий проект демонстрирует, можно запустить масштабную систему без политических компромиссов с Брюсселем, и этот пример может стать заразительным. Именно поэтому в кулуарах Европейского Союза сейчас идет экстренная юридическая оценка. Можно ли вообще ограничить Германию? Но времени почти нет, технический запуск уже на горизонте. И в этот момент становится ясно, Германия идет по курсу, при котором общие европейские решения больше не обязательны. А это уже совсем другой Евросоюз. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.